ребята, меня зовут Оля, и сегодня у меня небольшой праздник. Много лет назад, именно 3 декабря, я перешла на сыроедение, и в честь этой круглой даты я решила записать ролик о том, как лучше переходить на сыроедение. Если вам нравится эта тема, смело ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии под видео, подписывайтесь на канал, и поехали! Переход на сыроедение необходимо начинать с четкого поставления цели. Для чего именно вам нужно сыроедение? У меня была очень важная цель. Я страдала от острой формы панкреатита, и каждый прием пищи для меня был болью, в буквальном смысле слова. Сыроедение решило эту проблему, и первые 5 лет воспоминания о прошлом напрочь отбивали у меня желание срываться на несыроедческие продукты. Хорошая, действительно стоящая, важная цель, отличное подспорье для легкого перехода на сыроедение. Все очень индивидуально. Уделите себе время, посидите с бумажкой, обмозгуйте. Цель должна быть конкретной. Вы должны четко понимать, для чего вы это делаете. Если этого не будет, при первой же трудности вы опустите лапки и просто откатитесь назад. Второе, что очень важно, надо определиться с тем, в какой срок вы хотите перейти на сыроедение. Хотите вы это сделать резко, с головой, или же постепенно, через месяц, полгода, год. Все очень индивидуально, и для каждого конкретного случая будет лучше тот или другой способ. Я же просто расскажу вам о плюсах и минусах того и другого. При резком переходе плюсом является то, что вы сразу видите результат. Он наступает буквально через 2-3 недели. Вы очень быстро начинаете сбрасывать вес, особенно когда он излишний. Сразу же начинают отпускать боли, если у вас панкреатит и прочие заболевания пищеварительной системы. Буквально на первых же месяцах они отступают. И это очень сильно мотивирует не сдаваться. Также очень сильно мотивирует то, что вы чувствуете себя человеком, который смог изменить свою жизнь, который уже живет мечтой. Не только мечтает когда-то там где-то, а вот сейчас, в настоящем моменте, вы уже живете с жизнью своей мечты, сделаны лучше идеального. Но есть и серьезные недостатки, такие как этот способ подходит далеко не всем, если у вас преклонный возраст или очень серьезные тяжелые заболевания, в критическом состоянии находится организм, резкий переход может быть последней каплей, лучше так сильно не заставлять свой организм стрессовать. Вы резко изменяете привычные для вас вещи, это всегда тяжело, как ментально, так и физически. Ваша пищеварительная система тоже будет вынуждена очень резко перестраивать свою микрофлору. Часто бывает, что при резком переходе начинается жесткая чистка организма. Это может выражаться как болезнь внезапная, то есть у вас там сопли в 3 ручья, или вас может обсыпать. К сожалению, это плата за резкий переход, но есть, опять же, свой плюс. Как правило, это очень быстро проходит. Если вы готовы немного потерпеть такой дискомфорт, то вы сэкономите намного больше времени, ваш организм очень быстро очистится. При резком переходе сильнее заметна мерзлявость. Она практически у всех появляется в большей или меньшей степени при первых месяцах сыроедения, но если вы делаете это резко, то да, здесь это заметнее. Еще, опять же, надо понимать, насколько далеки вы были от сыроедения. То есть, если вы долгие годы на вегетарианстве или веганстве, то даже резкий переход будет для вашего организма большим стрессом. Главное правильно построить свой рацион, чтобы вам хватало всех микро-макроэлементов и калорий. Если вы неправильно построите рацион и у вас будет недобор по калориям или там по белкам, то, опять же, может случиться резкая потеря веса. Я сама с таким столкнулась. Вес может прям критически упасть. Опасно, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь, если вы хотите переходить резко, делайте это с умом. Если у вас крепкий организм, если вы молоды и в целом здоровье нормальное, я выбрала этот способ.
О, если вы хотите резко переходить на сыроедение, я очень вам рекомендую, во-первых, посмотреть фильм «Больной, толстый, почти мертвый». Я оставлю ссылку в описании. Это очень мотивирующий фильм. И второе, я рекомендую вам познакомиться с очищением по Марве Оганян. У меня также есть видео на эту тему. Ссылки будут в описании. В чем суть и плюсы? Я вам предлагаю либо пройти очищение по Марве, либо поголодать некоторое время на соках. В чем плюс? При временном отказе от еды у вас образуется буфер, и старые привычки подзатухают. Вы как бы немножко даете себе время подзабыть, что вы делали на постоянной основе, и вот эта рутина, шаблонность, она стирается. Вам будет намного проще морально, в первую очередь, перейти на новый этап. Кроме того, я недавно проходила очищение по Марве. Это дает особое глубокое понимание смысла того, что ты ешь. К еде начинаешь относиться с большим уважением, и когда ты ешь, ты это делаешь более осознанно. Так что, если вы выбираете для себя такой экстра переход, я очень рекомендую делать это вкупе с небольшим голоданием на соках или очищением по Марве. Все ссылки будут в описании, очень рекомендую. К сыроедению можно переходить постепенно. Это более щадящий, правильный, здоровый способ. При постепенном переходе вы можете отказываться от какого-то продукта или группы продуктов раз в неделю или раз в месяц, раз в 2 месяца, и таким образом переходить на сыроедение через 2, через 3 или даже через год. Если у вас очень слабое здоровье, если у вас преклонный возраст, лучше выбирать именно этот способ, или если вы прям очень сильно далеки от сыроедения, если вы ни в чем себе не отказываете, едите фастфуд, мясо, молочку, лучше переходить именно постепенно, потому что иначе у вас будет очень жесткая чистка и вас будет ломать. Поэтому либо просто готовьтесь к тому, что у вас будет путь джедая, либо переходите медленно. Медленный переход подходит любому типу здоровья, любому возрасту. Вас не будет, скорее всего, так сильно обсыпать или не будет таких сильных изменений в весе, не будет сильной мерзлявости, и вероятность того, что вы сорветесь капитально, тоже будет меньше, потому что это будет происходить незаметно, постепенно для вашего организма, не будет такой натягиваться сильный стресс, не будет такого жесткого табу, какое происходит, когда ты резко от чего-то отказываешься. Это все будет происходить последовательно, незаметно для нашей, в первую очередь, для нашего сознания. Недостатком такого перехода является то, что он может затянуться на вечность, и понедельник так никогда и не настанет. Плюс, если у вас есть какие-то боли, проблемы с пищеварительной системой, также придется подождать дольше того момента, когда это все вас отпустит. Сезонность. Если вы живете в такой же примерно полосе, как я, в моей широте есть и зима, и осень, и весна, и лето с снегом и минусовой температурой. Если вы живете в умеренном климате, я рекомендую вам переходить на сыроедение в конце весны, в идеале летом или хотя бы в начале осени. Но точно не зимой. Почему? Хотя я сама перешла 3 декабря. Почему важно выбирать именно это время? Потому что, во-первых, летом очень много сезонных чистых овощей и фруктов, у вас будет намного больше выбора, а на первых порах, когда вы отказываетесь от привычных продуктов, очень важно иметь разнообразие, так будет вам и морально, и физически проще. Также при переходе у абсолютного большинства появляется мерзлявость, и если в плюс 30 прохладное ощущение очень даже круто, то когда на улице минус 30 и вас колотит даже дома от холода, на улице выходить вообще не хочется. Поэтому я вам все-таки рекомендую, если у вас есть возможность переходить в теплый период, делайте это именно весной, летом или в начале осени, не зимой.
Очень рекомендую составить список продуктов, которые вы будете есть на неделю. Прям заморочьтесь, вы не пожалеете об этом. Составьте документ в Evernote, в Word или в обычном физическом блокноте, что вы будете кушать. То есть вам необходим четкий план. Обед, завтрак, ужин или там 2 приема пищи, если вы привыкли есть дважды. Если вы едите перекусы, то продумайте и это. Так вам будет намного проще сориентироваться, потому что проблема заключается в том, что старые привычки гораздо сильнее новых идей, и какой бы сильной у вас не была мотивация, хорошая цель, если вы очень сильно измотаны, если вы не выспались, если у вас был очень насыщенный стрессовый день, вы приходите домой, открываете холодильник и тадам, видите какую-нибудь вкусняшку, от которой вы хотели бы отказаться, но, камон, очень сложно себе отказать, когда твой баланс энергетический на нуле, и тебе хочется чем-то себя порадовать. Когда у вас есть четкий список того, что вы едите, еще лучше и следующим пунктом готовьте еду заранее. Не допускайте момента, когда вы очень сильно хотите есть, а у вас нету сыроедческой еды. В такой ситуации очень велика вероятность, что вы просто схватите то, что есть. Заботьтесь об этом. Также необходимо позаботиться о том и продумать то, что вы будете есть, когда вы находитесь в офисе, на учебе. Если вы с друзьями куда-то отправляетесь надолго и не хотите тратить время на выбор продуктов в магазине, позаботьтесь о том, чтобы у вас был контейнер с сыроедческой едой с собой. Это не так сложно, как звучит. Очень просто. Можно либо порубить себе фруктов, если вы наедаетесь фруктами, или, например, я с утра не люблю есть тяжелую пищу, мне вполне достаточно нескольких фруктов, я могу с собой в контейнер насыпать либо черешни, либо нарезать яблочек, либо набросать долек мандарина. Это очень здорово помогает, когда вы много хотите перекусить. Потом привычка брать с собой еду заранее будет для вас совершенно естественной. На первых порах об этом надо думать, надо составлять списки, надо заранее покупать продукты. Если вы это сделаете, вам будет намного проще не срываться. Вам придется привыкнуть к тому, что некоторые люди будут удивлены тому, что вы будете доставать яблоко, фрукты или какой-то салатик, вместо того, чтобы со всеми полакомиться тортом, выпечкой, конфетами, чипсиками, пивом. Это нормально. Иногда это расстраивает, потому что некоторые люди, к сожалению, для них принципиально важно, чтобы с ними разделяли их трапезу, они обижаются, если ты говоришь то, что, ну, извини, я не ем чипсы, я не могу съесть торт, который ты испек. Это сложно, но к этому необходимо будет привыкнуть. Будут люди, с которыми вам вообще придется, наверное, прекратить общение, потому что, ну, не все принимают изменения в своих друзьях, к сожалению, и если для человека было принципиально предаваться поедению фастфуда и прочее, это единственное, что вас скрепляет вашу дружбу, то да, такие люди из вашей жизни самовыпилятся, ну, что ж тут поделаешь, это реальность. Либо мы выбираем свою жизнь и свои какие-то приоритеты, либо подстраиваемся под других людей. Это ваш выбор. Следующее, что очень вам поможет, это понять и принять для себя то, что переход на сыроедение, как и любые новые привычки, изменения образа жизни даже, все это процесс нелинейный, и будут спады, будут срывы, это совершенно естественно. Не срываются единицы, их так мало, что ими просто можно пренебречь. Срываться — это нормально, но есть вещи, которые помогут вам срываться гораздо реже. Например, если у вас есть такая возможность, вы живете отдельно, то не храните еду, которую вы не хотите есть, дома. Печеньки, фастфуд или любой другой продукт, на который вы потенциально можете сорваться, пусть это сразу покинет ваш дом. Отдайте друзьям, отдайте тому, кто это съест, или элементарно выбросите, но я против этого, потому что это лишний мусор. Если у вас есть возможность пристроить продукты, то лучше их пристройте. В общем, не храним потенциально опасную для срыва еду дома, под рукой. Если вы живете с семьей, то можете договориться о том, чтобы, например,
печенье лежало в шкафчике хотя бы, а не на самом видном праздном месте на кухне или в гостиной. Бывают такие пиалочки с печеньками, шоколадками, конфетами и прочим. Договоритесь, чтобы это было где-то в углу, и оно не бросалось на глаза. Еще один классный лайфхак. На случай, если у вас начинается прям ломка по какому-то продукту, сразу хочу сказать, я не категорически против срывов. Срывы — это нормально. Лучше позволить себе чуть-чуть сорваться, чем довести себя до состояния, когда тебя вообще контузит, и ты потом съешь по полной. Но можно в момент, когда вы очень хотите съесть что-то, что не следовало бы, попытаться прибегнуть вот к какой штуке. У меня есть список, в котором я в один столбик написала продукты, которые я не хочу есть, в другой столбик я написала сыроедческие аналоги, которые дают мне примерно такое же ощущение. Например, когда я хочу выпечки, чего-то сладенького, я выбираю кешью, морковный сок, сухофрукты, любые другие орешки. В крайнем случае я могу съездить в сыроедческое кафе и купить себе сыроедческого шоколада или тортик, сделанный из сырых продуктов. Да, такое есть, если кто-то не знает. Если вы живете в Москве, есть прекраснейшее кафе «Скатерть-самобранка» и сыроедческий магазин «Дары земли». Если вам интересно, то дайте мне знать в комментариях, и я с удовольствием сделаю обзор на этот магазин и на это кафе. Я обожаю эти места, рекомендую их от всего сердца, там всегда много классных сыроедческих продуктов, ссылочки будут в описании. И таким образом у меня есть список солененькой, там, водоросли, или я могу сделать себе морковку по-корейски, могу сделать вкусный салат с огурцами, помидорами, авокадо и маслинами. И так подбирайте под каждый продукт, от которого вы хотите сорваться. В случае стресса постарайтесь выработать привычку, как только вы ловите себя на мысли, что я хочу сейчас сорваться, не бежать и есть сразу этот продукт или там покупать его в магазине. Открывать этот спасительный список и просматривать продукты, пробовать сначала съесть их. Как правило, это всегда помогает не сорваться. Так что вот, попробуйте это, я уверена, вам поможет. Ну, не в 100, но в 98 случаях это помогает не сорваться. Самое сложное — это выработать привычку не устрично реагировать, а сначала открывать эту заметку, поэтому лучше, чтобы она была в телефоне под рукой. Тут же вытекает следующий пункт. Не пытайтесь убедить всех в необходимости перейти на сыроедение. Это прям проблема очень многих новичков в сыроедении. Новички в сыроедении часто начинают как оголделые бегать и кричать: «Люди, опомнитесь, прекратите есть эту гадость!» Пожалуйста, берегите свои силы, нервы, помните о том, что важно позволять себе быть собой, а другим быть другими. Разнообразие — это очень хорошо. Разнообразие — это залог эволюции. Производство мяса, производство животной продукции, они негуманны и загрязняют сильнее планету, чем производство растительной пищи. Но нельзя принимать решения за других людей. Когда вы ведете себя навязчиво, вы не решаете проблему, вы ее создаете. Если вы хотите что-то донести до людей, самый лучший и правильный способ — это личный пример, а не навязывание своих идей. Если вы будете пытаться достучаться, если вы будете доказывать что-то, стучаться в закрытые двери — это слабая позиция. Во-вторых, вы будете истощать свой внутренний ресурс, свою силу воли. Часто подобные разговоры заканчиваются агрессией взаимной. Не делайте этого, пожалуйста. Лучше займитесь саморазвитием, занимайтесь спортом, йогой, читайте, развивайтесь. Позаботьтесь о себе. Будьте действительно стоящим, классным примером, и тогда люди сами потянутся. Они будут сами спрашивать: а в чем твой секрет? Почему ты такая стройная? Почему ты всегда такая счастливая? Занимайтесь саморазвитием. Не надо вмешиваться в чужую жизнь. Это неблагодатное дело. Кроме продуктов, постарайтесь исключить также другие источники триггеров, такие, например, как кулинарные блоги с обычной едой или
каналы на YouTube временно лучше от них отписаться, чтобы лишний раз не натыкаться на продукты, на которые вы можете потенциально сорваться. Вместо этого и вместо того, чтобы доказывать своим друзьям и родным пользу сыроедения, лучше найдите единомышленников, в том числе в сети можете подписаться на каналы блогеров, например, на мой канал. Самая приятная часть ведения блоги — это общение с людьми, у которых похожие идеи и ценности, как у меня. Кстати, я читаю все комментарии, и я очень вам благодарна. Я всегда стараюсь отвечать максимально развернуто на все вопросы. Если у вас возникли вопросы по этой теме, смело пишите, и даже если не по этой, я постараюсь либо ответить тут же, либо снять новый ролик, как этот я сняла, потому что мне задали потрясающий вопрос, и я решила, что этот тянет на целый видеоролик. Материала оказалось так много, что мне пришлось разделить его на 2 и без того длинных ролика, так что до встречи в следующей части. Я буду рада, если вы поставите лайки, если этот ролик оказался вам полезным. До встречи в следующем ролике. Всем пока!